как расшифровывают контейнеры VeraCrypt, TrueCrypt, BitLocker, возможно ли извлечь из дампа оперативной памяти мастер-ключи для расшифрования этих контейнеров, спасет ли аппаратное или программное шифрование АЗУ, какие есть способы дополнительной защиты. Привет, друзья, меня зовут Алексей, и сегодня мне предоставили как раз специальный криминалистический софт, который предназначен для дампов оперативной памяти, извлечения из них ключей шифрования и использования этих ключей для расшифровки криптоконтейнеров VeraCrypt, BitLocker, TrueCrypt и так далее. Хочу заранее отметить, что это в принципе единственный софт на рынке, то есть других платных решений, которые лучше, их просто нет. То есть своими словами, друзья, если ваш компьютер попадет на работу, в работу именно экспертом, криминалистом, форензиком, то скорее всего именно этим программным обеспечением они будут пользоваться для того, чтобы извлечь из оперативной памяти ваши ключи, если был, конечно, сделан такой дамп, и в принципе как раз этими программами они работают. Почему же я вообще решил снять видео про VeraCrypt, про дамп оперативной памяти? Потому что ключи VeraCrypt, BitLocker, TrueCrypt и в принципе всех популярных решений для шифрования, они хранятся в оперативной памяти, они называются мастер-ключами. И в теории, если есть дамп оперативной памяти, то из этого дампа в этом дампе можно найти ключ от этого криптоконтейнера, и этим ключом, не зная пароля, не зная каких-то других вещей от пароля, можно взять и примонтировать, расшифровать криптоконтейнер. Какие же существуют актуальные способы, известные мне для снятия оперативной памяти, помимо, конечно же, прямого снятия оперативной памяти с самой рабочей системы, со всеми правами. Первый способ – это заморозка памяти, то есть каким-то сжиженным газом, например, жидким азотом, либо еще каким-то другим, замораживаются планки оперативной памяти. Они, например, с рабочей системы, в которой в случае, если в этих планках, конечно же, есть дамп, есть ключи, замораживают, потом извлекают, и пока они заморожены, вставляют в новый компьютер, в другое какое-то устройство специальное, на котором с этих планок снимается дамп. Это делается для того, чтобы при низких температурах энергозависимая память, то есть информация, которая хранится на этих планках оперативной памяти, она не удаляется, и таким образом какую-то частичную информацию можно сдампить. Это первый способ. И второй способ – это перезагрузка. То есть есть некоторые материнские платы, некоторые планки. То есть это не в 100% случаях, но существуют какие-то модели ноутбука или не ноутбуков, когда компьютер отправляется в перезагрузку, и ток продолжает подаваться, питание продолжает подаваться на планки. Таким образом они не очищаются при перезагрузке, и берут специально, отправляют компьютер в перезагрузку, в котором на моменте перезагрузки хранились эти ключи шифрования. И при перезагрузке уже отправляют систему в загрузку какой-то Linux дистрибутив, самый-самый маленький, 60-100 мегабайт, и на котором предустановлен специальный софт, который дампит оперативную память. То есть таким образом тоже действительно могут снимать дамп оперативной памяти. Возможно, есть еще какие-то способы, но мне про них неизвестно. Важно понимать, что сотрудники полиции, они тоже все правильно понимают. Они понимают важность получить доступ к компьютеру, который не заблокирован. Поэтому, конечно же, сотрудникам полиции, если они адекватные, они проводят специальные мероприятия, которые направлены как раз на то, чтобы попасть в вашу квартиру, чтобы у вас был открыт ноутбук, чтобы он был разблокирован, криптоконтейнеры были примонтированы, а вы при этом лежали мордой в пол. Тут тоже нужно правильно понимать, не нужно недооценивать сотрудников полиции, потому что действительно, если правильно подойти к подготовке, то процент вероятности именно такой ситуации, при которой вы будете лежать мордой в пол, а у вас будет открыт ноутбук с вашими всеми критическими для вас данными, он очень высок.
То есть элементарно, да, может ваш ребенок заходить в квартиру, да, и вместе с ребенком могут залететь, вы не успеете моргнуть глазом, как положит, мордой в пол, или с женой, или с каким-то сотрудником, да, который, например, там еду доставляет, или с сотрудником техническим, да, который лампу или провода должен был отремонтировать. То есть комбинаций множество, да, я не буду вдаваться в подробности, как мы это делали, но мы делали это успешно, и нужно быть к этому готовым. Соответственно, задача сотрудников, как только они попали в вашу квартиру, то есть вы уже лежите, и ваш компьютер открыт, конкретно у меня была такая практика, что первоочередное мое действие было это снять дамп оперативной памяти до каких-либо моих действий на этом компьютере, чтобы моих каких-то действий, которые я буду вносить на этот компьютер, да, при осмотре, чтобы моих действий в дампе оперативной памяти не было, и не удалить своими какими-то действиями важную информацию, которая хранится в оперативной памяти. Именно поэтому первоочередное действие было снять дамп оперативной памяти на какое-то свое стороннее устройство, чтобы в этом дампе потом в случае чего искать ключи шифрования, там PGP, BitLocker, VeraCrypt, TrueCrypt и так далее. В то же время тоже хочу сказать, не все сотрудники действуют не то чтобы по инструкции, не все сотрудники действуют правильно. Я знал множество сотрудников, которые, заходя в офисы, да, когда множество компьютеров были открыты, разблокированы, они брали и на счетчике выключали свет, и все компьютеры тухли. То есть таким образом множество компьютеров, да, которые были разблокированы, на которых стояла VeraCrypt, были утеряны хоть какие-либо шансы, да, хоть что-то скачать. Я знал сотрудников, которые брали и не могли зайти в Windows, да, то, что там стоял пароль, и они брали, удаляли пароль, который был установлен пользователем, не сделав бэкапа. То есть таким образом они совершали критические ошибки, да, потому что, не знаю, не имея пароля, нельзя получить доступ к паролям, к примеру, в Chrome, да, то есть таким образом они, я бы сказал, даже помогали преступникам, да, то есть поэтому не стоит, да, думать, что все сотрудники будут правильно в отношении вас какие-то действия делать, но есть и те, которые будут конкретно делать разумные действия. Друзья, давайте хочу показать то, что меня удивило. Допустим, смотрите, да, например, я действовал бы, да, по такой же самой методике, как действовал, когда работал. То есть первое мое действие — снять дамп оперативной памяти. Да, представим, бандита положили мордой в пол, сотрудник вставляет флешку, да, на которую установлена программа для дампа оперативной памяти, и для того, чтобы скопировать дамп оперативной памяти, да, на само устройство, чтобы не засорять устройство, на которое исследуется. Соответственно, вставляется флешка, оказывается, да, я не знал, оказывается, уже есть в VeraCrypt, есть такая функция, что в случае, если вставляется новое устройство, система улетает в перезагрузку, то есть очищается полностью оперативная память, и, соответственно, синий экран появляется. То есть на этом этапе уже бы ничего не получилось, но мне эта функция не стоит. И, к примеру, все-таки я захожу дальше, да, и, например, хочу сделать дамп оперативной памяти, запускаю программу, да, это у нас Elcomsoft Password Recovery, да, то есть они хвастаются сами у себя на сайте, что они самые лучшие на рынке, $700 стоит эта программа, у меня лицензия, что они самые лучшие на рынке, и они имеют такой способ извлечения оперативной памяти, уникальный, да, который даже шифрованные ключи программным способом VeraCrypt извлекает и умеет их расшифровывать. Я специально не включал функцию шифрования ключей VeraCrypt, и просто установил и создал контейнер. Я потом отдельно на записи экрана покажу, именно экрана. И при нажатии дампа физической памяти, дампа оперативной памяти, я выбираю любое место, куда его сохранить, прямо на флешку, и нажимаю старт. У меня говорит, что мне не хватает места на флешке. Давайте мы укажем путь все-таки на компьютер.
и нажимаю старт, и что мы видим? Мы увидим то, что оказывается VeraCrypt имеет собственный драйвер, который защищает оперативную память от какого-то вмешательства, и при попытке дампа оперативной памяти происходит то, что вы видели, очищение оперативной памяти и, соответственно, синий экран. То есть, будь я сотрудником полиции, я бы сейчас обосрался, потому что вся проделанная работа, она была умножена на 0, потому что компьютер теперь получаемый зашифрованный, и вы все, да. Конечно же, друзья, есть способ снять оперативную память, несмотря на этот драйвер. Оказывается, программа за $700 с их супер крутой способом снятия оперативной памяти не может вообще снять никак оперативную память. Если даже зайти в VeraCrypt и отключить эту галочку, нужно перезагрузить компьютер, что в принципе вообще нивелирует полезность этой программы, да, потому что нужно перезагрузить компьютер. Но даже после того, как вы отключите эту функцию, эта программа все равно, Elcomsoft, специальная программа, она все равно не может снять оперативную память, потому что драйвер VeraCrypt, даже после удаления VeraCrypt, не позволяет, отправляет в синий экран при попытке сдампить оперативную память Elcomsoft и FTK Imager. Да, FTK Imager — это тоже специальная криминалистическая программа. Я ее, наверное, не буду показывать. Она бесплатная, вы ее можете сами скачать, поиграться. Но она тоже не может сделать дамп оперативной памяти. И по итогу я покажу, чем все-таки удалось снять дамп оперативной памяти, несмотря на эту защиту. По итогу, друзья, смотрите, я сейчас смонтирую VeraCrypt, смонтирую TrueCrypt, для того, чтобы в оперативной памяти были у нас ключи. Сейчас у меня примонтирован также BitLocker, ключ-диск, защищенный BitLocker'ом. И теперь, как же все-таки сделать дамп оперативной памяти, когда включены настройки. То есть, смотрите, у меня сейчас, по сути, стоят самые стандартные настройки, которые при установке VeraCrypt включены. То есть, галочка «Отключить защиту памяти» у нас не стоит, и также не стоит шифрование ключей памяти в АЗУ. То есть, вот так вот. TrueCrypt — тоже самые стандартные настройки, и специальный дорогущий софт Elcomsoft Forensic, да, Elcomsoft Password Recovery, который я показывал только что ранее. При попытке физической дампа памяти, он вылетает в синий экран. То есть специальный софт ничего не может сделать, он даже не может снять дамп оперативной памяти. И есть решение бесплатно, да, это называется DumpIt. При попытке, вот видите, мы запускаем, требуются права, и подтверждая, мы все-таки создаем дамп оперативной памяти. Вот у нас он сюда дампит. Я сейчас поставлю на паузу, и когда дамп завершится, запустим вот эту программочку и посмотрим, какие ключи получится извлечь из этого дампа. Итого у меня успешно завершен дамп. Вот у меня есть теперь Elcomsoft Forensic, у него есть возможность экстракт, извлечения ключей из образа. Мы давайте укажем путь к нашим ключам. И вот он дамп на 32 гигабайта, который мы только что сделали. Мы его указываем, убираем галочки PGP, нас не интересует, да, нас только TrueCrypt и BitLocker интересует. Чтобы не нагружать, нажимаем Next. И достаточно не шустро, да, пошло. Я поставлю паузу и вернусь, когда все закончится. Итого, друзья, процесс завершился. У нас софт сообщает нам, что найден мастер-ключ от TrueCrypt и мастер-ключ от BitLocker. Как видим, ключ для VeraCrypt не найден. Давайте сохраним эти ключи. Напишем кейс, да, кейс, сохраним. Что интересно, да, ROM Capture от Belkasoft тоже может делать дамп оперативной памяти. Все, кроме специально предназначенного софта. Давайте попробуем теперь расшифровать наши контейнеры. Да, давайте размонтировать все. И тут нажмем тоже размонтировать. Касательно BitLocker, в принципе, если есть доступ к компьютеру, то можно просто нажать архивировать ключ.
И не обязательно из оперативной памяти извлекать, хотя, конечно же, есть случаи, когда нет такой возможности, есть только возможность именно дампить. Так, давайте мы попробуем теперь именно с TrueCrypt и VeraCrypt. Мы нажмем, вот у нас есть контейнер, укажем путь, давайте сначала к TrueCrypt. TrueCrypt, я вам скажу, хорошо это делает, мы можем, видите, указать и memory dump, но у нас есть сохраненные ключи, поэтому мы укажем сохраненные ключи и нажмем mount disk, и у нас диск отлично примонтировался. Вот это у нас контейнер TrueCrypt, да, видите, у нас с TrueCrypt все работает, все хорошо, мы его размонтировали, и теперь давайте попробуем с VeraCrypt. Но с VeraCrypt, я вам скажу, не работает. Почему? Не знаю, да, с учетом того, что у меня не стояло шифрование памяти. То есть, видимо, действительно ключи VeraCrypt хранятся в защищенной какой-то области, либо в шифрованной области какой-то, либо драйвер не дает доступа софту, который дампит оперативную память к ключам этим. Но по итогу, видите, мы не можем примонтировать. То есть действительно, даже имея дамп оперативной памяти, даже если не стоят вот эта вот настройка, я обращу внимание, почему она дефолтно не стоит стандартно, шифровать ключи в памяти АЗУ, потому что 15-20% скорость оперативной памяти замедлится, да. Поэтому я думаю, наверное, именно поэтому она не стоит, эта функция. Но, как видите, даже вот конкретно на моем примере, даже так, специальный софт, я обращу внимание, лучше нету платных решений, то есть если эксперты пользуются платными решениями, то вот этим решением пользоваться не помогает. Поэтому мы дальнейшие тесты будем делать на TrueCrypt, потому что все-таки в TrueCrypt ключ находится. А теперь давайте попробуем с BitLocker, и как видим, супер дорогой классный софт. Я не хочу не то чтобы оскорблять, не хочу сильно критиковать, других решений нет, но при попытке указать путь к зашифрованному диску, да, к BitLocker, хотя он даже сейчас разблокирован, крашится. То есть ключ в принципе найден в оперативной памяти, но софт падает. Я вам скажу, я даже пробовал именно создавать образ вот этого диска, да, которого хотел добавить. То есть, чтобы пробовать не само устройство отправлять, а именно образ устройства, то даже при попытке загрузить этот образ происходит фейл, да, то есть это не работает. Я вам даже сейчас продемонстрирую. То есть на самом деле криминалистический, профессиональный, даже на самом деле полноценный профессиональный софт, он очень плохо работает, элементарный даже BitLocker, самый обычный эксперт, вот он столкнется с теми же проблемами, что и я, то есть он элементарно даже не сможет примонтировать. Я, наверное, это показывать не буду, я в целом тестировал, то есть суть заключается в том, что софт падает, то есть если при попытке указать вместо, то есть видите, мы можем загрузить как диск, можем указать образ, можем указать контейнер. И вот я сейчас создаю образ, и давайте, наверное, вам даже покажу. Для тех, кто не знает, FTK замечательный софт, он бесплатный, вы можете им пользоваться в обычных каких-то целей. Он, в принципе, существует для создания образов дисков и может также оперативную память дампить и может эти образы потом монтировать из интересных форматов E01, это полная копия побитого, и DDROW это полноценная побитовая копия, но без сжатия. Я делаю в формате DDROW на всякий случай, чтобы софт лучше воспринял его, да, хотя и E01 он тоже принимает, смотрите, да. Мы можем даже вот указать, и у нас предлагает E01, либо RAW, либо DD. RAW, DD это в принципе то же самое. К примеру, если вы занимаетесь восстановлением удаленных данных, то перед восстановлением удаленных данных вот этим вот образом, этой программой создаете образ и ищите удаленные данные в образе, да, чтобы не испортить оригинальный носитель. Итого у нас завершилось, достаточно долго шло. Я вставил диск не в тот слот, видите, форматик. Я, видимо, указал формат E01, наверное, да, я не обратил внимания, но, как видите, софт все равно падает. То есть единственное, что можно самим софтом из коробки
расшифровать, это только TrueCrypt. Поэтому мы сейчас, знаете, что сделаем? Мы сейчас включим аппаратное шифрование на жестком диске и попробуем, как же оно сможет защитить нашу оперативную память от вот таких вот атак. То есть давайте еще раз повторю, у нас сама программа VeraCrypt предлагает программное шифрование, то есть вот на галочка, мы ее включаем, и ключи будут шифроваться программно. Вот оно, шифрование ключей памяти в АЗУ. В таком случае ключ шифруется, у них на сайте написано более подробно эта инструкция. Я не могу вам показать на примере, как это работает, по причине того, что даже без этой галочки специальный софт не может извлечь ключ, поэтому я вручную тем более его не могу извлечь, поэтому мы будем делать только тест аппаратного шифрования на примере TrueCrypt. То есть мы видим, с TrueCrypt софт хорошо справляется, он извлекает ключи. Мы сейчас включим шифрование оперативной памяти в моем процессоре и посмотрим, насколько это защитит оперативную память от вот таких вот атак. Шифрование оперативной памяти по умолчанию должно быть отключено, скорее всего, у вас. И не каждый процессор поддерживает. У меня оно включается в BIOS, то есть это вот необходимо зайти в настройки BIOS, и здесь в DDR Security необходимо вот включить, я включаю здесь, и вот здесь это две функции, которые отвечают как раз за шифрование оперативной памяти и скрэмблинг, то есть как-то так это называется, что усложняет работу с дампами оперативной памяти, то есть как-то так, по крайней мере, написано. Давайте проверим, как это на самом деле. Включил я аппаратное шифрование оперативной памяти. Давайте мы чуть-чуть еще дополнительно тестов сделаем для понимания, насколько в дампе оперативной памяти можно будет найти вот этот текст. И ради интереса через буфер обмена я смонтирую контейнер, сможем ли мы найти помимо ключа еще вот эту информацию. Давайте мы теперь забьем буфер вот этим и например, вот этим текстом. Получится ли в дампе оперативной памяти найти вот эти вот значения. В принципе, смонтировал, запускаем dumpit и запускаем dump. Более профессиональные программы для дампа оперативной памяти запустить я не могу, потому что драйвер VeraCrypt просто-напросто удаляет оперативную память, чистит, и система улетает в синий экран. Когда дамп завершится, дамп успешно завершен. Давайте мы запустим поиск ключей только одного TrueCrypt в нем, next, и пока идет анализ, кстати, он идет гораздо дольше, чем в нешифрованном аппаратном образом АЗУ. Я не знаю, или это действительно АЗУ медленнее стало, или это из-за шифрования, но пока мы посмотрим конкретно этот дамп, попробуем в нем найти вот эти вот данные. Я для анализа буду использовать FTK, для того, чтобы искать, мы выберем image file и укажем путь к нашему дампу, нажимаем Finish, и вот он открылся. И здесь мы можем выполнить поиск. И давайте мы выполним поиск по начальному тест password TrueCrypt и нажимаем Find. Как видим, результат найден, то есть несмотря на то, что у нас шифрованная оперативная память аппаратным способом, буфер обмена у нас все-таки обнаружился. Давайте попробуем пароль, которым мы открывали контейнер, найти. Попробуем найти этот пароль. Тоже нашли, видим, 123 shared pt, то есть какую-то информацию нашли. Я не знаю, она ли это или нет, но информация с паролем есть. Вот еще раз есть. Возможно, это просто совпадение, слишком низкий, слишком маленький пароль. Давайте попробуем много-много текста. Поиск, видимо, не выполняется, потому что на русском языке, к сожалению. Наверное, я сейчас, после того, как закончится тест, я все-таки хочу попробовать еще раз этот тест. На Вите здесь нет русского языка, по-нормальному нет возможности проверить. Из-за того, что я не знаю и не хочу разбираться, как искать именно кириллицу, я сделал вот новый текст. Давайте мы сейчас буфер обмена займем по очереди. Тест 1, тест текст 2, я копирую просто, и тест 3. То есть, соответственно, таким образом оно в оперативной памяти должно быть, оно хранится, и сейчас, если мы сделаем на дамп, то оно, в принципе, должно
отобразится у нас все в дампе. Теперь мы его сейчас сделаем и попробуем посмотреть ручками, найдем ли мы этот текст, посмотрим, насколько эффективно аппаратное шифрование для поиска для скрытия вот этой информации. Второй образ оперативной памяти у нас создан, давайте мы его тоже добавим и попробуем в нем поискать информацию по тем ключевым словам, которые мы добавили. То есть у нас был тест текст 1, давайте попробуем вот этот вот участок найти. И вот как видите, получилось найти, то есть тот текст, который мы копировали, потом после него еще один копировали. И несмотря на то, что у нас было включено аппаратное шифрование, оно, видите, даже идет подряд. Тест текст 1, тест текст 2, то есть как мы копировали. Сначала один, потом второй. И давайте посмотрим, есть ли тест 3. Да? У нас тест текст 3 вообще должен находиться у нас в нашем буфере обмене даже сейчас. Я думаю, он тоже есть тут. Давайте выполним поиск по тест текст 3. И тест текст 3 тоже у нас есть. Как видим, вот так вот. То есть, хотя немного перемешано, да, то есть мы видим, у нас строек начинается, но в целом, и причем, хоть и перемешано, но идет неполноценный. То есть, в принципе, действительно чуть-чуть путается, да. А и вот дальше идет после тест текст 2, идет текст 3. В целом, я бы не сказал, что оно настолько эффективно, да, потому что, как видим, все равно в оперативной памяти есть та информация, которая должна быть. И того, что мы видим, каждый текст, который мы копировали, он в целом в оперативной памяти в той или иной мере есть. Несмотря на то, что у нас включено было аппаратное шифрование оперативной памяти, таковой эффективности я в этом не вижу. Сейчас мы дождемся окончания поиска ключей и посмотрим, получится ли найти в дампе оперативной памяти ключ TrueCrypt в случае, если у нас было включено шифрование аппаратное. Итого, друзья, как видим, процесс прям очень долго шел по сравнению с обычным поиском ключей в нешифрованной АЗУ. Но, как видно, все равно удалось найти ключ, мастер-ключ. Давайте проверим. Мы размонтировали TrueCrypt контейнер, который монтировали. Сохраним этот ключ сейчас. Да, давайте вот подпишем TrueKey. И теперь попробуем примонтировать контейнер TrueCrypt. Вот он у нас есть. С помощью сохраненного ключа выберем TrueKey и нажмем Next, Mount. На самом деле мне это очень не нравится. Я не понимаю, в чем же тогда смысл этого аппаратного шифрования, если по итогу все равно ключ в этой оперативной памяти можно также само найти и также примонтировать. То есть не вижу резона вообще тогда шифровать, с учетом того, что прям по ощущениям производительность сильно падает. Но я не проводил тесты именно производительности, это я говорю так, именно по ощущениям. Итого, друзья, какой мы можем сделать вывод? Аппаратное шифрование, к сожалению, в том виде, в котором хотелось бы его видеть, не работает. То есть имеется в виду аппаратное шифрование оперативной памяти, по крайней мере на моем процессоре. Да, у меня новый процессор на сокете AM5, да, который вот вышел в 2022 году. У меня новая материнская плата, и у меня поддерживает два метода аппаратного шифрования процессор. И как видно, несмотря на применение аппаратного шифрования оперативной памяти, все равно в дампе можно обнаружить и буфер обмена, и ключи TrueCrypt. Касательно VeraCrypt, это замечательный программный продукт, который даже без включения шифрования, имеется в виду шифрование ключа в оперативной памяти, невозможно. Все равно лучший продукт, который есть на рынке, да, на криминалистическом программном обеспечении, он не в состоянии из дампа оперативной памяти извлечь этот ключ, просто потому что он не может сделать дамп оперативной памяти
А дамп оперативной памяти он не может сделать, потому что VeraCrypt защищает информацию, защищает оперативную память специальным драйвером, да, который очищает оперативную память при попытке добраться до этого ключа. Плюс VeraCrypt имеет саму функцию отдельно именно шифрования оперативной памяти, которая, конечно же, замедлит производительность, но увеличит, еще сильнее увеличит безопасность. Также VeraCrypt имеет замечательную настройку в случае системного шифрования. Это очистку оперативной памяти при подключении устройства. То есть, если вы включаете и какое-то неизвестное устройство будет вставлено в ваш компьютер, устройство не то чтобы перезагружается, память очищается, и, соответственно, система падает в синий экран. То есть, по сути, сейчас нет каких-то готовых продуктов, которые способны получить ключ из оперативной памяти, мастер-ключ VeraCrypt. Вот такой вот вывод. Опять же, да, я не профессиональный какой-то криминалист, эксперт-криминалист. Возможно, люди с большим опытом, да, у них имеют какие-то собственные решения, которые способны все-таки извлечь ключ. Я показал то, что было у меня. Это тоже профессиональное решение, но, возможно, я где-то совершил ошибку именно, и, возможно, можно извлечь ключ, но я показал то, что умею делать я.